Сегодня я ехал к старику один. Сидя в автобусе, прислонившись к стеклу, я вспоминал детство, молодых родителей, деревню и бабушку с дедушкой. Ничего для меня в этот момент не было милее, чем эти светлые картинки, бережно хранящиеся в глубине моей памяти. Вот мы с отцом рыбачим на речке, а потом мама с бабушкой из нашего улова готовят во дворе на костре уху на всю семью. Вот с дедом бродим по лесу с очередным обходом. Дед мой Федор Савельевич всю жизнь проработал лесником, и была у него заимка на лесном кордоне. Вот туда мы частенько с ним наведывались. Раньше дедушка все по лесам на лошади ездил, пока еще мой отец был ребенком. Это мне сам родитель мой рассказывал. Бывало неделями, а то и месяцами в лесу пропадал. А бабушка всегда занималась хозяйством. Продуктов хватало. Картошка, лук, морковь хорошо росли в огороде. Мясо и рыбу дедушка из лесу подбрасывал. Мукой с ними крестьяне мало-помалу делились. А еще бабушка моя занималась врачеванием, лечила больных травами, настоями, могла какой-нибудь фурункул вырезать, зашить рану, а люди в благодарности по мере сил помогали ей по хозяйству. Давно уже нет бабушки в живых. И родители мои рано ушли из жизни, погибли в один день. Остался из родных у меня только один дед Федор Савельевич. Автобус остановился, прервав мои мысли и воспоминания. Я поспешил к любимому с детства дому. Дед бледный лежал на кровати. Он уже сильно болел в последнее время и еле ходил по комнате. Сколько я не пытался забрать его к себе, он наотрез отказывался жить в городе. Квартира у нас с супругой была большая, просторная, 4 комнаты. 2 наших сыновей, правнуков деда Федора, и мы с женой. Парни могли бы пожить и в одной комнате, они были совсем не против. На семейном совете решили, что Федор Савельевич переедет к нам и последние годы, отпущенные ему на этой земле, проживет в тепле, любви и заботе. Но дед уперся. Никуда не поеду, место мне здесь, рядом с могилками родных, с женой и единственным сыном Антоном, моим отцом. Спорить с дедом было бесполезно, это я еще знал с самого детства. Твердость духа и силу характера он не растерял с годами. И, будучи уже совсем немощным, решений своих не менял. Вот и приходилось мне раз в неделю по выходным, а то и чаще навещать старика, когда одному, а когда сразу всей семьей. Привозили мы ему продукты, жена Марина убиралась в избе, стирала все необходимое или забирала в город, а потом привозили постиранное белье обратно. Да и в частном доме всегда есть работа: забор поправить, крышу залатать, печь подмазать и побелить. Вот и помогали деду как могли, по мере сил. Ванюшка приехал, как хорошо, ждал я тебя, очень ждал. И опять было завел разговор про переезд, что, мол, зимой кто тебе тут будет печку топить, да воду носить, но дед прервал мою речь. Садись, внук, есть очень важный разговор. Не доживу я до зимы, чувствую, недолго мне осталось, значит, пришло время поведать тебе историю нашей семьи. Я удивился. А что еще такого я не знаю про нашу семью? Не знаешь, и твой отец так и не узнал. Хранили мы с матерью от него эту тайну. А сейчас на пороге смерти я должен тебе рассказать все, иначе не смогу спокойно на том свете пребывать. Ведь у нас с бабушкой твоих детишек не было, не дал Господь. Как это? Удивился я. Не перебивай, сейчас все узнаешь, продолжал дед Федор. Долго милая моя Ксения горевала, что не может родить, но потом смирилась с этим. Всю свою нерастраченную любовь отдавала она людям, и не только им, но и братьям нашим меньшим. Как-то раз в лесу я подобрал искалеченного волчонка, пожалел его и привез домой к себе. Тот выжил, но не без бабушкиной помощи, конечно. Вырос он и стал зверем с большой головой и свирепым взглядом. Но это только для чужих, а для нас с женой это было самое доброе, ласковое и преданное создание. Никто к бабушке твоей даже приблизиться не мог. Собаки привыкли, волка терпели, но тоже близко не подходили. Когда она ходила в лес за своими корешками и травками, волк всегда ее сопровождал. И вот как-то раз во время такого похода волк стал вести себя очень беспокойно. И в какой-то момент вдруг почуял что-то неладное, весь напрягся. Постояв так немного,
он неожиданно рванул с места прямо к высокому утесу над рекой, который находился неподалеку. Ксения поспешила за ним и издалека увидела, как волк буквально в последний момент выхватил из пропасти какую-то темную фигуру. Оказалось, что это молодая девушка. Отругала ее Ксения и начала расспрашивать, что да как. Как на грех такой она решилась. А та и рассказала, что шла сюда 2 дня, что у нее большое девичье горе. Не уберегла она честь свою и невинность, уступила какому-то кавалеру и теперь ждет ребеночка. Пархиндия того и след уже давно простыл, а как быть ей? Вот беда. И решила она вот таким образом избавиться от своего позора, поэтому сюда и пришла. Пусть река унесет ее бездыханное тело подальше, чтобы никто его не нашел. Эх ты, девка-девка, пожурила ее Ксения. Тебе Господь чудо подарил, может, даже самое большое чудо на свете, а ты решила сразу 2 жизни убить. Да не нужен мне ребенок, не хочу его я. Значит так, девка, вижу большой у тебя срок, живот уже хорошо видать. Жить будешь у меня в избушке на краю села, пока не родишь. А ребенка твоего я заберу, раз тебе он не нужен. Сделаем все скрытно, чтобы в деревне никто не заподозрил, что этот ребенок не наш с Федором. А твоим дадим весточку, что больна ты, и пока не вылечишься, дома не появишься. Все, других вариантов у меня для тебя, милая, нет. Поселила бабушка Ксения девушку в отдельный домик, и сторожа к ней приставила волка нашего. Ему Ксения велела приглядывать за девушкой. Если та дома, волк на крылечке лежал, если пошла в лес погулять, волк за ней шел, оберегала та всех. Вскоре месяца через 3 приняла Ксения роды. Родился мальчик, это и был Ваня, твой отец Антон. Сразу девушку Ксения не отпустила, все так и надеялась, что может проснуться в ней материнские чувства, привыкнет так к ребенку, сродниться с ним и не бросит, так как часто в жизни бывает. Но чуда не случилось, и его мать все так и собралась уходить. «Ну что ж», — сказала ей Ксения, — «Бог тебе судья, я от ребеночка не откажусь. Он будет мне родным сыночком, но запомни, отдала ты мне сына навсегда. Поклянись, что больше никогда его не увидишь и искать встречи с ним не будешь. А иначе будешь дело иметь не со мной, а с волком». Та и поклялась, и, надо сказать, слово свое сдержала. 1 раз за всю жизнь встретила ее Ксения в одном из дальних монастырей. Видимо, грех свой она там замаливала всю жизнь. Ничего не спросила она у матери про своего сына, только попросила передать ему иконку, чтобы та оберегала его в жизни. Да вот только не уберегла. А отец твой так и не узнал историю своего рождения. С волком они дружили всю жизнь. Преданный ему был серый хищник безмерно. Прожил волк долгую жизнь рядом с нами. Не знал Антон ничего, но, видимо, всегда как-то чувствовал, что жизнью своей обязан своему другу. Ну вот, закончил свой рассказ дед Федор. Слава Богу, облегчил душу. Возьми, Ваня, в комоде шкатулку. И дед указал пальцем в дальний угол комнаты. Здесь все самое дорогое, что осталось от твоих предков. Бабушкины бусы и зеркальце в серебряной оправе, мои карманные часы, обручальные кольца твоих родителей и маленькая иконка, которую передала твоя непутевая бабка. Пусть она хоть тебя и твою семью убережет от бед и невзгод.